Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на правую верхнюю строчку. Здесь находятся закладки, библиотека, обработка, карта, книга, слайд-шоу, печать, веб-контент. Сразу вам скажу, что работать вы будете только вот в этих двух закладках – библиотека и обработка. Карта позволяет вам работать в вашем каталоге, используя геолокацию, если, конечно же, при съемке вы эту геолокацию выставили и сохранили ее. Итак, работать мы с вами будем в основном в библиотеке, которая подразумевает собой работу с каталогом ваших изображений. Также совсем недавно, буквально с версии 15.0, в Lightroom добавился функционал отбраковки и сортировки изображений на основе искусственного интеллекта. Работает пока он в бета-версии, совершает небольшие ошибки. Я думаю, в будущем компания Adobe этот функционал доработает. Случайные снимки, которые могут быть браком, документы и чеки, проблемы с экспозицией, отсутствие фокуса на глазах, закрытые глаза, фокус на предмете и так далее. Весь тот функционал, наличие или отсутствие которого можно считать техническим браком. Если вы работаете в программе впервые, то в вашей библиотеке изображения отображаться не будут. И теперь давайте на этом этапе мы наконец-то научимся импортировать наши изображения в программу Lightroom. Первый способ – это когда ваши снимки уже находятся на компьютере и вам необходимо сюда их импортировать. Для этого, находясь во вкладке «Библиотека», перейдите в нижний левый угол, нажмите кнопочку «Импорт». У вас отобразятся в левой панели все диски вашего компьютера. И просто выбрав необходимую папку, в которой хранятся ваши фотографии, и кликнув на нее, все изображения отобразятся в среднем окне. По умолчанию выделены все фотографии. В левом верхнем углу каждой миниатюры стоит галочка. Если снять галочку, то эти снимки импортироваться не будут. В нижней панели можно снять все отметки, либо отметить все фотографии. Также вы можете режим просмотра изменить на полноэкранный, когда будет отображаться один снимок. И далее стрелками на клавиатуре вы можете передвигать ваши изображения. Левый значок отобразит миниатюры в коллекции. Также вы можете в правом окошке изменить масштаб миниатюр, сделать их меньше либо больше. Это все уже зависит от ваших предпочтений и от величины вашего монитора в дюймах. Выбираете комфортное для вас отображение. После того, как вы выбрали необходимые фотографии, еще раз нажимаете «Импорт», но только уже в правом нижнем углу. Слева ползунок показывает процесс импорта, и когда шкала будет полностью закрашена, значит импорт завершился и ваши фотографии размещены в каталоге Lightroom. Второй способ импорта работает следующим образом. Если вы при открытой программе Lightroom подключите вашу камеру для переноса фотографий, либо вставите в гнездо USB картридер с картой памяти от вашего фотоаппарата, то у вас автоматически откроется окно импорта. Если этого не произошло, то кликаем «Импорт» вручную. В левом верхнем углу у вас в дерево файлов добавится ваша карта памяти. И в данном случае показано, откуда будет происходить импорт. А если мы посмотрим на правую панель программы, то мы увидим, куда будет происходить импорт. На локальный диск, на котором установлена операционная система, я не рекомендую импортировать фотографии. Выбираете здесь другой диск. Кликнув на папку, в которой вы хотите сохранить фотографии из карты памяти, выбираете «Создать папку», создаете ее в выпавшем окне, выбираете выбор папки, вот здесь она у вас отобразится, после чего нажимаете в нижнем правом углу кнопочку «Импорт». Ваши фотографии одновременно и скопируются на диск, и отобразятся в каталоге программы Lightroom. Я предпочитаю использовать первый метод импорта, мне так более проще и понятно. Я сначала разместил фотографии там, где нужно, а потом уже осуществил импорт в каталог Lightroom. Находясь в библиотеке, вы можете удалить ненужную вам папку, и удаление будет происходить только из
каталога Lightroom. На жестком диске все фотографии сохранятся именно в том виде, в котором вы их туда разместили. После того, как вы выделите папку и нажмете «Удалить», у вас высветится вот такое информационное сообщение о том, что все файлы сохраняются, можете не переживать. Можете смело удалять папку из каталога. Дальше, если вы посмотрите по периметру окна, то вы увидите небольшие треугольники. Кликая на эти треугольники, вы можете как скрывать, так и раскрывать боковые панели. Скрыв боковые панели, вы значительно расширяете видимую область отображения миниатюр ваших фотографий. Находясь в разделе «Библиотека», вы можете работать с изображениями для того, чтобы присваивать им определенный рейтинг для дальнейшей фильтрации и сортировки. Левую и правую панель можно скрыть. Снизу у нас отображается пленка. Здесь находятся все изображения. Как правило, они стоят по хронологии, исходя из времени и даты съемки. Потянув пленку выше и ниже, можно увеличить масштаб пленки, изменив тем самым размер миниатюр. Над нижней панелью, в которой отображается пленка с нашими фотографиями, есть раздел «Отображение» и «Присвоение рейтинга». Миниатюры могут отображаться всей коллекцией выбранной папки. Также вы можете отобразить изображение на весь экран, и то изображение в пленке, которое вы кликнете, будет отображаться на вашем экране. Кликнув на миниатюрку, которая обозначается X и Y, вы можете сравнить два изображения. Сейчас активно левое изображение, и это видно по рамке, которая обрамляет его. Я нажимаю на изображение, которое я хочу сравнить с аналогичным. Теперь я кликаю на правое изображение. Теперь я могу рассмотреть два изображения, которые стоят у меня рядом друг с другом. В правом нижнем углу над пленкой я могу поменять изображение местами. Могу сдвинуть на одно изображение вправо и могу выбирать изображение прецедент кнопочками влево или вправо. При этом неактивное изображение меняться не будет. И кликнув кнопку «Готово», можно завершить процедуру сравнения. И следующий значок, на котором нарисован вот этот вот смайлик, можно с фотографиями работать через персонализацию на конкретных людях, которые изображены на данных фотографиях. Можно давать им даже имена. После того, как вы присвоили имена людям, Lightroom будет спрашивать у вас, Юра это или не Юра. Таким образом, вы дальше можете сортировать ваши изображения, используя данные имена. Также на полномасштабной фотографии все персонажи, все субъекты будут у вас персонализированы. Для быстрого погружения в процесс обучения фотоискусству используйте советы со страницы нашего сайта обучения. Скачайте пресеты из бесплатного набора Desire. Ускорьте вашу обработку уже на первом этапе обучения. Ознакомьтесь с описанием курса «Виртуоз обработки», который доступным и простым языком поможет вам овладеть продвинутыми знаниями в области ретуши и обработки. Научит вас базовым принципам науки управления цветом, колористики, подскажет, как отпечатать снимок на бумаге или холсте и снабдит широким набором профессиональных и нужных инструментов для художественной обработки ваших даже первых и неопытных кадров. Все необходимые ссылки в описании к этому видео.